Представь себе, многотонная махина, способная не просто ехать по бездорожью, а буквально прыгать через препятствия. Нет, это не кадры из боевика. Это реальный военный грузовик, оборудованный особой пневмоподвеской, которая позволяет ему отталкиваться от земли, как спринтер с трамплина. Эта штуковина выглядит как смесь броневика и кенгуру, и да, она может взлетать над рвами, баррикадами и даже невысокими заграждениями. Используется такой транспорт спецназом в зонах, где каждый дюйм может быть заминирован. Прыжок — это не просто трюк, а способ сохранить жизнь экипажу. При этом система подвески автоматически регулирует давление в каждом амортизаторе, подстраиваясь под рельеф, и буквально выталкивает грузовик вверх, если нужно пересечь яму, траншею или разрушенный мост. Проект разрабатывался на базе армейского броневика, но позже технология была адаптирована для грузовиков снабжения. Теперь даже гуманитарная миссия в зоне бедствия может полететь, в прямом смысле слова. Но на этом безумие не заканчивается. Есть машины, которые не просто прыгают, а преодолевают бездорожье совсем по-другому. Сам себе танк. Что делать, если дороги нет вообще? Лед, болото, рыхлый песок – все это для обычного грузовика смертельная ловушка. Но не для этого монстра. Гусеничный грузовик – это как если бы танк и грузовик соединились в одно существо. Результат – машина, которая едет везде, где вообще возможно движение. Огромные гусеницы обеспечивают давление на грунт меньше, чем у человека в ботинках. Такой грузовик может медленно, но уверенно идти по тонкому льду, преодолевать снежные сугробы по пояс и взбираться на холмы, как гусеничная змея. Особенно популярны такие модели в северных регионах Канады, Аляски и Норвегии. Их используют для доставки топлива, продовольствия и оборудования в отдаленные деревни и научные базы. Интересно, что внутри таких машин почти космические технологии, автопилоты, спутниковые системы навигации и даже автономные обогреватели гусениц, чтобы они не замерзали во время стоянки. И все это в условиях, где обычная техника просто сдается. Но техника, способная покорить лед и болото, это только половина истории. Есть машины, которые заглядывают вовнутрь других. Рентген на колесах. Когда речь идет о безопасности, скорость осмотра критична. А теперь представь, ты подъезжаешь к огромному грузовому терминалу, и твой грузовик — это не просто транспорт, а настоящий рентгеновский сканер. Да-да, он может буквально просвечивать контейнеры, фуры и даже поезда. Такие машины созданы для проверки грузов без вскрытия. Внутри мощная рентген-установка, способная видеть через сталь, дерево, пластик и бетон. Оператор сидит в защищенной кабине и наблюдает на экране, словно в видеоигре, как слой за слоем вскрывается содержимое следующего трейлера. Систему активно используют в портах, на границах, а иногда даже в военных зонах, чтобы найти оружие, наркотики или взрывчатку. Самое удивительное, вся эта штуковина мобильна. Подъехал, проверил, уехал. Некоторые модели могут обрабатывать до 50 грузов в час. И да, выглядит она так, будто ее выкатили с секретной базы. Но это еще не самое таинственное изобретение на колесах. Призрак дорог. Черный, как ночь. Без единого отражающего элемента. Без звука его можно не заметить, даже если он будет в 20 шагах. Этот грузовик не легенда, а реальный прототип, разработанный для скрытных миссий. Обшит особым композитом, он не отражает свет и не дает тепловой сигнатуры. Даже тепловизор может его не поймать. Двигатель на базе электропривода с полным шумоподавлением. Даже шины особые, бесшумные, со встроенными демпферами. Предназначен такой призрак для ночных операций, в том числе и военных, когда нужно подойти незаметно, выгрузить или забрать что-то и исчезнуть в темноте. Секретная служба США, спецподразделения Израиля, частные охранные агентства – все они проявляют интерес к этим технологиям. И хотя в серию такие машины пока не пошли, они проходят реальные тесты в пустынях и городских джунглях. Но если ты думаешь, что это пик инженерной магии, то ты еще не видел того, кто может буквально перевоплощаться. Трансформер в реальности. Забудь все, что ты знал о фургонах. Эта махина умеет меняться за считанные минуты. Сначала ты видишь обычный грузовик, а через 10 минут перед тобой полноценная больница, лаборатория или командный центр. Добро пожаловать в мир трансформеров, только без фантастики. Модули, встроенные в кузов, выдвигаются, разворачиваются, подключаются и создают полностью автономное пространство. Внутри свет, тепло, вентиляция, спутниковая связь, генераторы и даже фильтрация воздуха. Используются на ЧС, войне, крупных мероприятиях, где требуется быстро развернуть инфраструктуру. И все это работает от встроенных батарей и солнечных панелей. Некоторые модели могут стоять автономно неделями. И не просто стоять, а работать на полную. Кажется, такие машины уже ничем не удивишь. А вот и нет. Пылающий монстр. Когда обычные пожарные машины бессильны, на сцену выходит он. Огненный зверь, грузовик, способный остановить ад.
Представь себе огромную платформу с водометами, пинометами и пушками, метающими огнетушащий порошок на десятки футов. И все это в одной машине, которая выглядит как будто только что выехала из видеоигры. Такие грузовики применяются на химических заводах, в портах, аэропортах и на объектах повышенной опасности. Давление в форсунках такое, что струя может сбить человека с ног с расстояния в 40 футов. А некоторые модели оснащаются даже дистанционным управлением, чтобы подъезжать к очагу пожара без риска для экипажа. Огнеупорные панели, инфракрасные камеры и система самодиагностики делают эти грузовики настоящими киборгами в огненном аду. Их не пугает пламя, и они продолжают работать, когда все вокруг уже плавится. И это еще не предел того, на что способна техника в экстремальных условиях, потому что есть такие, которые спасают там, где остальным конец. Спасатель на льду. Минус 60 по Фаренгейту, ветер, срывающий двери, гололед, от которого трещит асфальт. Именно в таких условиях выходит на миссию этот ледяной спасатель. Специальный грузовик, предназначенный для операций в условиях экстремального холода. Оснащенный шипованными цепями, встроенными лебедками и мощными генераторами подогрева, он способен вытащить застрявшую технику, доставить помощь и даже пробивать лед, чтобы добраться до людей. Его корпус утеплен как термос, а внутри автономная система жизнеобеспечения, позволяющая экипажу выживать неделями. Такие машины применяются на Аляске, в Сибири, в Северной Канаде. Иногда их бросают на поиски людей, которые попали в снежную бурю или провалились под лед. Но что по-настоящему поражает, это способность работать в ноль видимости, ориентируясь только на лазерные датчики и спутниковые данные. Но если ледяной ад — это угроза прошлого, то следующий герой — это шаг в будущее. Без кабины, без водителя. На первый взгляд просто грузовик, только вот у него нет кабины, ни руля, ни кресла, ни водителя. Все, чем он управляется, это искусственный интеллект и навигационные системы. Это не фантастика, а реальный автономный транспорт, уже тестируемый на закрытых территориях и складах. Внутри сверхточные датчики лидар, десятки камер и бортовой мозг, способный принимать решения быстрее человека. Такой грузовик знает, когда притормозить, когда перестроиться, когда развернуться. Он общается с другими машинами, получает данные от дронов и обходит препятствия по алгоритмам, рассчитанным на миллисекунды вперед. Компании вроде Tesla, Volvo и стартапы по всему миру гонятся за созданием полностью автономного грузового транспорта. И хотя на дорогах общего пользования такие монстры пока не появились массово, на логистических базах и нефтяных терминалах они уже катаются по полной. Но машины без водителей — это только одна сторона будущего. Есть еще и такие, что могут не просто ехать, а лететь. Грузовик с крыльями. Да, ты не ослышался. Грузовик с крыльями — это не шутка, это гибридный транспорт, созданный для доставки срочных грузов в труднодоступные места. Его называют авиагрузовик. Он разгоняется по шоссе, как обычная машина, а потом выпускает крылья и взлетает. Не высоко, не долго, но достаточно, чтобы перелететь реку, овраг или пробку. Разработка принадлежит нескольким аэрокосмическим лабораториям и армейским исследовательским центрам. Главная фишка — в модульности. Крылья складываются и убираются, позволяя использовать машину как обычный грузовик. В воздух он поднимается с помощью турбовинтовых двигателей или реактивных установок в зависимости от модели. Такие штуки особенно полезны при доставке оборудования на удаленные базы, при спасательных операциях и в зонах, где разрушена инфраструктура. Пока что это скорее прототипы, но испытания идут полным ходом. И, возможно, уже через несколько лет такие летающие фуры будут спасать жизни по всему миру. Но что делать там, где не долететь, не доехать и не доползти? Оказывается, и для этого есть ответ. Гигант на паучьих ногах. Выглядит он как машина из фантастического фильма, шасси на 6 ногах, каждая из которых управляется гидравликой и сенсорами. Шагающий грузовик, созданный для передвижения по местности, где колеса бесполезны. Болото, скалы, овраги, обрушенные туннели — это его стихия. Эта машина способна подниматься по крутым склонам, перешагивать препятствия и сохранять равновесие даже на узких выступах. Используется для доставки оборудования и спасательных операций в горах и джунглях, где даже вертолет не справляется. Контролируется через удаленный пульт или автономную систему. А внутри — гироскопы, сенсоры давления и продвинутая система стабилизации. Некоторые модели даже могут запоминать маршрут, чтобы пройти по нему обратно. Инженеры называют такие машины механическими мулами, но зрелище куда более впечатляющее. И кажется, что это уже граница возможного, но на самом деле есть кое-что еще более прочное и защищенное. Бронекапсула на колесах. Этот грузовик не просто прочный, он построен так, будто его собирали для конца света.
Представь передвижную бронекапсулу, обшитую многослойной броней с герметичной кабиной, системой фильтрации воздуха и защитой от биологических, химических и радиационных угроз. Это не преувеличение. Такие машины действительно существуют. Их применяют при перевозке особо опасных грузов, дипломатических лиц, а иногда в чрезвычайных ситуациях, где возможны атаки с применением оружия массового поражения. Внутри автономная система кислорода, аварийный запас воды и еды, пуленепробиваемые стекла толщиной с кирпич, внешние камеры кругового обзора и даже возможность удаленной стрельбы через бойницы. Некоторые модели имеют особые шасси, способные выдержать взрыв противопехотной мины и остаться на ходу. Кроме того, каждая такая машина снабжена системой GPS-пеленгации и спутниковой связью, чтобы даже в случае полной потери связи оставаться под контролем. Часто такие грузовики работают в составе конвоя, прикрывая с флангов обычные машины. В Израиле, США, Китае и некоторых африканских странах они уже не редкость. Настоящие крепости на колесах, и все это в условиях полной мобильности. Но бывает, что даже самая крепкая броня бесполезна, если ты просто не можешь проехать. Тогда на помощь приходит нечто еще более универсальное. Водяной зверь. Этот грузовик не просто машина. Это амфибия, готовая мчаться по дороге, как обычная фура, а потом спускаться в воду и превращаться в судно. Да, существуют такие модели, которые с легкостью пересекают озера, реки, а порой даже шторма, не теряя груза. Основное преимущество — плавучий корпус с герметичными отсеками, встроенные винты или водометы для движения по воде и система стабилизации, которая позволяет сохранить баланс даже при сильной качке. На суше он может вести тонны груза, а в воде работать как полноценный транспортный корабль. Разработка таких машин началась еще в армейских проектах, но сейчас они применяются и в гражданской сфере. Например, при эвакуации в зонах затоплений, доставке помощи в отрезанные деревни или строительстве мостов и дамб. У них даже есть особые водяные тормоза. Специальные заслонки, регулирующие поток воды при замедлении. Некоторые модели позволяют заезжать в воду без остановки, прямо с берега. Это экономит часы и спасает жизни в ситуациях, где каждая минута на счету. А теперь представь, что такая машина не просто перевозит груз, а анализирует весь окружающий мир на ходу. Лаборатория на борту. Этот грузовик — это целый научный центр на колесах. Его цель — не просто доставить что-то, а исследовать, анализировать и выявлять угрозы в реальном времени. Представь, ты подъезжаешь к месту разлива химикатов, и вместо ожидания лаборатории у тебя уже есть она прямо в кузове. Такие машины оборудованы анализаторами воздуха, воды, почвы, ультрасовременные спектрометры, центрифуги, микроскопы и даже ПЦР-машины для анализа ДНК. Внутри может работать целая команда ученых или спасателей, обрабатывая данные буквально на ходу. В США такие машины использовались для быстрого реагирования при утечках нефти, в Японии при ядерной аварии. В Африке — для отслеживания вспышек инфекций в отдаленных районах. В Европе — для мониторинга окружающей среды. Системы фильтрации и стерилизации позволяют поддерживать лабораторную чистоту, а автономное питание — работать неделями без подключения к сети. Это не просто фургон. Это целый интеллектуальный центр, у которого есть одна цель — быть первыми там, где данные спасают жизни. Но наука — это не единственная сила. Есть машины, которые могут делать руками больше, чем большинство людей. Грузовик с руками. Звучит странно, возможно, но когда ты видишь грузовик с гигантскими манипуляторами, сворачивать металлические балки или даже делать сварку на высоте, это уже не шутка. Такие машины называются мультифункциональными строительными платформами. Их основное оружие — роботизированные руки длиной до 30 футов, управляемые либо оператором из кабины, либо дистанционно. Некоторые системы даже синхронизируются с движением руки человека через датчики и экзоскелеты. Применение от разборки завалов после землетрясений до монтажа конструкций в труднодоступных местах. Руки могут быть оснащены захватами, резаками, бурильными установками, сварочными модулями и даже 3D-принтерами для бетона. В США такие машины использовались при восстановлении инфраструктуры после ураганов, в Германии при строительстве мостов, а в Китае для быстрого возведения временных госпиталей. Но если ты думаешь, что это уже вершина автономности, подумай еще раз. Потому что есть такие машины, которые сочетают комфорт, защиту и автономность навсегда. Дом на колесах для экстремалов. Это не просто кемпер, это движущийся бастион. Грузовик, превращенный в жилую крепость, предназначенную для выживания в самых диких и опасных условиях. Его хозяин может уехать в пустыню, джунгли или горы и жить там месяцами, не завися от внешнего мира.
Корпус усиленный с бронированными вставками. Солнечные панели на крыше обеспечивают питание, фильтры превращают болотную воду в питьевую, а встроенная вентиляция фильтрует даже радиоактивную пыль. Внутри кухня, душ, кровати, хранилище еды, оружейный сейф, спутниковая связь и даже дрон для разведки местности. Эти грузовики создаются под заказ и стоят как элитная яхта, но спрос есть. Среди выживальщиков, исследователей и просто тех, кто хочет быть готов ко всему. И вот тут мы подходим к финалу. Машины, которые умеют прыгать, плыть, летать, трансформироваться, думать и даже спасать жизни, все это уже реальность. И это лишь начало.